Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний соведущий Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Франкенштейн энергетики. США попали в газовую ловушку, пытаясь завоевать мир. Цены на природный газ в США взлетели до максимума за 3 года. Главным драйвером роста послужила мощная комбинация зимних холодов в США и активного наращивания поставок СПГ на экспорт. Александр, пожалуйста, прокомментируйте данный цунг-цванг, когда Соединенные Штаты и поставлять не могут отказаться от поставок за рубеж, и собственные цены, которые подрывают дешевую электроэнергию в Соединенных Штатах, растут. Удивительное дело с этими парадоксами. Удивительное дело, потому что еще 10 лет назад, и это не фигура речи, было понятно, что такая ситуация сложится для Соединенных Штатов Америки. И сложится она по двум большим причинам. Причина первая заключается в том, что худо-бедно, но мы видим формирование глобального рынка газа, которого пока нету. То есть не существует мирового рынка газа, существуют крупные региональные рынки. И есть общие закономерности, мимо которых Соединенные Штаты пройти не могли. Ну или пропетлять, мимо которых они не смогли бы. О чем в данном случае идет речь? Речь идет о том, что в 2016 году, точнее до 2016 года, когда в Соединенных Штатах было запущено производство сжиженного природного газа, уже были прогнозы, согласно которым, если все планы Соединенных Штатов Америки в области сжиженного природного газа будут реализованы, планы, которые озвучивались на тот момент, то это создаст давление на внутренний американский рынок. К тому времени американский рынок уже привык к низким ценам на газ. Там было 400-450 долларов на американском рынке где-то в 2007 году, а потом по мере развития собственного производства сжиженного, просто природного газа, по мере развития добычи, цены стали снижаться, они снизились сначала там где-то до 100 долларов, подержались на этом уровне и ушли ниже 100 долларов и опускались периодически до 70-72 долларов за 1000 кубических метров. Это довольно мало. Это, если что, это не цены для конечного потребителя, а то у нас есть любители взять статистику, биржевую статистику в Соединенных Штатах, ткнуть в нее пальцем и сказать: вот, смотрите, да в Штатах-то газ дешевле, чем в России, шо ж это делается? Нет, речь про биржевые котировки, которые в Соединенных Штатах напрямую определяют оптовые цены. Итак, цены опустились до 70 долларов за 1000 кубических метров. Это подстегнуло развитие газовой генерации, когда говорят о том, что вот в Америке сделали ставку на зеленую энергетику, именно поэтому угольная генерация там стала проседать. Нет, угольная генерация стала проседать, потому что стала развиваться газовая генерация. А соревноваться углю с газом, когда у вас кратно подешевел этот самый газ, оказалось невозможно. И доля угля сократилась в общем балансе производства электрической энергии с примерно 40-45% до примерно 20%. И наоборот, доля газа увеличилась с примерно 20% до примерно 40-45%. Вот. Это все уже сформировалось к середине нулевых годов, когда только-только собирались начать производство сжиженного природного газа. Но планы, которые тогда озвучивались, предполагали, что в Соединенных Штатах Америки будет производиться где-то 100-135 миллиардов кубических метров сжиженного природного газа. Но тут вот какой момент. Чем больше у вас производится СПГ, который невозможно в силу юридических причин поставлять на внутренний рынок, ну, допустим, из штата в штат, тем больше влияния на ваш внутренний рынок будут оказывать внешние ценовые сигналы. И вернемся на секундочку, точнее на минуточку, к теме отсутствия глобального рынка газа. Не существует, еще раз повторю, глобального рынка газа. Его нету. Мировой рынок предполагает, что у вас более или менее одинаковые цены в разных регионах. Да, они могут отличаться в силу разных причин, логистического, налогового характера, но цены не могут отличаться кратно, и тем более не могут отличаться на порядок. А это не фигура речи, опять же. Да, отличие на порядок было связано скорее с некоторыми кризисными явлениями, но оно было. И, скажем, в ситуации с нефтью, ну, пожалуй, вы не найдете ситуацию, когда у вас для какого-то покупателя какая-то нефть стоит там 100 долларов, а
Для другого покупателя другая нефть стоит $10. А еще лучше, та же самая нефть стоит $10. Ну вот такое, знаете, не случается. И в этом смысле мировой рынок нефти есть, а мирового рынка газа нет. Однако это не означает, что этот рынок не формируется. Он сейчас находится в стадии формирования. Мы уже увидели, как, по сути, из отдельного рынка Европы и отдельного рынка Азии появился, ну, по сути, такой сверхрынок Евразии, где биржевые котировки в одном регионе влияют на биржевые котировки в другом регионе, притом напрямую, неизбежно влияют. То есть уже нет такой ситуации, когда в Азии там цены на газ могут быть там $500, а в Европе $200. Нет, извините, подвиньтесь, такого быть не может. Теперь в лучшем случае для Европы разница может быть порядка 20%, но не двукратной. И вот, учитывая вот этот процесс формирования мирового рынка газа, Соединенные Штаты Америки, увеличивая производство сжиженного природного газа, включались как бы в этот вот процесс формирования мирового рынка, в том смысле, что единственный важный определяющий инструмент вот этого формирования мирового рынка – это СПГ. Ну, в том смысле, что трубу вы не можете от одного покупателя переложить к другому покупателю. Хотя, в общем, трубы до сих пор определяют, ну, трубы обеспечивают минимум половину всей внешней торговли газом. Даже чуть больше половины, но это ладно, не суть важно. А СПГ, по крайней мере, в силу ряда причин от ряда производителей можно направлять, ориентируясь только на ценовые сигналы. Тут дороже, везем туда. Тут дороже, везем сюда. И чем больше вы производите СПГ, в том случае, если внутренние ваши цены зависят от биржевых котировок, тем больше на ваши внутренние биржевые котировки начинают влиять внешние биржевые котировки. То есть котировки у покупателей. А у покупателей они выше, чем у вас. Это было ясно 10 лет. Да, и чем больше вы будете производить, тем больше на ваши внутренние цены в Соединенных Штатах Америки будут влиять цены внешние. Это было ясно, подчеркну еще раз, вот так, 2 жирными, 3, 4 жирными чертами. Это было ясно еще в середине нулевых годов, когда Штаты только-только собирались запускать первые заводы по производству сжиженного природного газа. И вот первые заводы были запущены в 2016 году. Уже в 2019 году был крупный кризис перепроизводства на мировом рынке. И мы сейчас с вами вползаем в новый кризис перепроизводства на мировом рынке, о чем мы на этом канале говорим уже года 3. Не в том, что мы вот-вот вползаем, нет, а о том, что ну вот где-то первоначально предполагалось с 25 по 27 год, но сейчас говорится о том, что с 26 по 28 годы может быть кризис перепроизводства. А что это такое смещение произошло? Да потому что вот ряда проектов сместился. Ряд проектов, которые могли определить вот это вот формирование избытка предложения, ну, сместили чуть-чуть дальше. Вот из серии мы не сегодня будем, не завтра, а давайте вот послезавтра этот заводик запустим. Вот. Поэтому сроки немножко сместились. Но, согласитесь, 25-26 годы – это не принципиальное смещение этих самых сроков. И опять же, мы говорим не о том, что обязательно будет кризис перепроизводства. Мы говорим о том, что формируются условия для этого самого кризиса. Это надо учитывать. Ну, понятно, не вам, уважаемые зрители, по крайней мере, не вам, если вы не работаете руководителями каких-нибудь газовых компаний. А вот руководителям газовых компаний и самим газовым компаниям это надо учитывать. Это риск, который, ну вот как бы глупо было бы игнорировать, потому что это немножечко может повлиять на цены газа, который вы поставляете. Кстати, а всего газа? Нет, не всего газа, а только той его части, которая идет с биржевой привязкой. У нас любят поразмышлять о том, что Китаю мы продаем газ дешевле, чем Европе. Вот в Европе-то газ дороже был газ. А китайцы выбили скидки выбили китайцы. У-тю-тю, а-тя-тя, говорят люди, которые цитируют пересказы Блумберга, которые цитируют пересказы Нью-Йорк Таймс и немножечко, видимо, не совсем отдают себе отчет, что конкретно они говорят. Давайте коснемся этой темы и, да, вернемся в Соединенные Штаты. Коснемся этой темы по той причине, что есть две системы ценообразования на газовом рынке при международной торговле. Одна с нефтяной привязкой, другая с биржевой привязкой. У этих систем есть иные определения, но я про суть этих систем. То есть в одном случае вы цену газа привязываете к цене нефти и нефтепродуктов, в другом случае привязываете к газовым котировкам на каких-либо биржах. Например, если вы везете в Европу на бирже TTF. Ну, к примеру.
Если вы везете газ точнее, поставляете по трубе в Китай, вы привязываетесь к нефтяным котировкам, и да, у вас может быть газ дешевле, чем чем тот газ, который по биржевым котировкам поставляется. А может быть дороже. Представляете, вот такая неприятность. Он может быть дороже при ситуации, когда у вас избыток предложения возникает на мировом рынке. Условно говоря, в мировом рынке, я иногда буду так оговариваться, но, знаете, это для простоты произносят. Мировой рынок газа, говоря о глобальных поставках. Еще раз держим в уме, мирового рынка газа нет. Так вот, на мировом рынке возникает некий избыток предложения, и биржевые котировки начинают снижаться. При этом цена газа, которая идет с нефтяной привязкой, не снижается. Точнее, она может снижаться, но не из-за того, что избыток предложения газа, а из-за того, что что-то с нефтью происходит. Возможно, тоже избыток предложения, признаки которого стали формироваться только в 2025 году. Хотя говорили о них, о, да, в 2024 будет избыток предложения, но как-то не случилось. Вот в 2025 году, да, признаки избытка предложений действительно стали проявляться. Возвращаясь, то есть может так случиться, что если будет кризис перепроизводства на мировом рынке, то биржевые котировки пойдут вниз, и тот газ, который из России до 1 января 2028 года, ну или какой там они срок в итоге согласуют у себя в Европе, так вот, вот этот газ может оказаться дешевле того, который идет в Китай, представляете, с нефтяной привязкой. Как тогда будут наши уважаемые экономические эксперты рассказывать о скидках для Китая? Я не знаю, но я верю, они выкрутятся как-нибудь интересный. Как лидеры общественного мнения будут говорить о том, что вот что-то мы с Китаем как-то неправильно дружим и неправильно торгуем. Ну вот, ладно, посмотрим, как они будут выкручиваться, пока рассказываю, что будет происходить. И вернемся по ходу этого рассказа в Соединенные Штаты Америки. Но возможно, мы же тут сидим, теоретизируем, какой-то избыток предложения, какие-то внутренние цены в Соединенных Штатах. Ну какое влияние какие-то внешние цены могут оказывать на Соединенные Штаты? Ведь всем известно, что Америка просто захватывает европейский рынок, просто навязывает свой дорогой газ, который привязан к биржевым котировкам в Европейском Союзе. Ну, это как-то сочетается, да. Опять же, у некоторых наших лидеров общественного мнения сочетается как-то, знаете. Американцы привезли свой дорогой газ вместо дешевого российского и говорят, покупайте, а европейцы покорно говорят, да-да, конечно, купим, но при этом цена на газ формируется в самой Европе. Ну, наверное, может быть, лидеры общественного мнения об этом не знают. Ну, вряд ли бы они по незнанию начали бы, не зная что-то, стали бы такую тему комментировать важно. Правда ведь? Так вот, может, мы теоретизируем? Нет, мы не теоретизируем. Мы опираемся на уже имеющийся опыт. Опыт о ужас 2021-2022 годов. В 2021 году, ну, многие у нас лидеры общественного мнения не в курсе, а в Европе руководство не в курсе, по крайней мере, делает вид, что не в курсе. Но глобальный кризис энергетический начался летом 2021 года. Не после того, как возник конфликт между Россией и Европой. Нет. Летом 2021 года цены в Европе стали подниматься во второй половине 2021 года. Точнее, летом 2021 года они удвоились, ну и дальше продолжили расти, пока в декабре, еще раз напомню, они не достигли еще раз по отношению к предыдущим роликам. Если что, подписывайтесь и будете понимать весь наш всю нашу ситуацию, когда мы говорим «опять напоминаем», «опять» это значит в каком-то из предыдущих роликов об этом было. Так вот, $2000 за 1000 кубов 13 декабря 2021 года цена газа в Европе, точнее биржевые котировки на газ в Европе вот выросли до этого показателя. Притом вырос январский фьючерс. По удивительному стечению обстоятельств, в январе 0 кубических метров газа из Соединенных Штатов был поставлен в Китай. И весь этот газ, который вот можно было бы поставить в Китай дешевле, повезли в Европу, чтобы продать дороже. И да, ситуация не такая, как кажется некоторым, что Штаты привезли свой газ, и в Европе газ подорожал. Нет, в Европе газ подорожал, и весь газ, который можно было продать в Европу по вот этим по увеличившимся ценам,
стали продавать в Европу. Вот такая взаимосвязь. Цены выросли, и газ привезли, а не газ привезли, и цены выросли. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсора.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.